Всем доброй ночи. Дорогие друзья, вы знаете из моих рассказов и из моей биографии, что я росла в армянской семье. Ну и как водится в армянских семьях, у нас много бабушек, прабабушек, дедушек и прадедушек. Поскольку были сестры моей бабушки, я их тоже считала бабушками. Были сестры моего прадеда, и одна из них была очень сильная в своем мастерстве, звали ее Лусине. Я вам рассказывала про ее сына Вазгена, который начал лечить людей искрами из кремня. Бабушки моего отца с двух сторон, прабабушки моего отца, мать моего отца. Это все мои бабушки. Мамина сторона, ее бабушка, ее мать, ее прабабушка. Это все мои бабушки. И я росла среди мудрых бабушек. Мои родители были студенты, когда я родилась. И они еще учились, потому что родили они меня где-то 21 год. Маме было. Я оставалась, естественно, у бабушек. Эти все предания, сказки. Мой дед очень любил нам рассказывать сказки, причем сказки восточные. Я помню, у него было радио, которое ловило Бакинский канал, и он прекрасно владел азербайджанским языком и понимал. И вот нам пересказывал эти сказки. Один из этих сказок «Камардай» – это про такого волшебного коня, про Исмил Ханум. И чего только он нам не рассказывал, это я все вспоминала потом, в более взрослое время. И я помню, однажды мы все дети лежали на тахте, он сидел, курил. Это было лето. Летом мы все на балкон выходили. И там, под открытым небом, он нам рассказывал вот эту сказку про Исмил Хатун. А мы все так внимательно слушали. Была ночь, наверное, час ночи. Как ее закрыли в замке, и он нам показывает далеко-далеко, вот горит свет в горах, и говорит, вот видите, вот там вот горит свет, это она там светится, потому что она очень красивая, это вот замок. Это я потом узнала, что свет там горел из кабины этого дежурного по поездам. Это потом мы вычислили деда. Но тогда мы каждую ночь выходили и смотрели на этот замок в горах, где горел свет, где вот эта красавица Исмил прямо мучилась вся. У меня было волшебное детство, необыкновенное. Я желала бы своим детям такое детство, такое интересное, такое сказочное, какое было у меня. Наверное, не зря я все время возвращаю себя в это время. Это было самое лучшее время. Потом мы переехали в Россию. Это были 90-е. Безработица, нужда, трудности. Не платили родителям зарплату там месяцами. Собственно, мое детство, наверное, закончилось годам к 13-14 лет. Но до этого я иногда думаю, что после моей смерти моя душа, наверное, уйдет туда, вот в эти места красивые, где я росла, потому что душа всегда стремится туда, где была счастлива. Все, что потом происходило в моей жизни, не скажу, что это несчастье, это все, что должно было пройти. Я никогда не думала, что я буду жить в большом городе, что это будет центр России, что это будет стольный город.
совершенно другой страны, что мои одноклассники забредут кто в Грецию, кто в Австрию, кто в Германию. Мы тогда даже не думали об этом, мы думали, что вечно будем вместе, клялись в дружбе, перемешивали кровь. Ой, это такая интересная была процедура. Мое детство было очень насыщенное, рассказывать здесь очень много, на 10 томов хватит. Так вот, в моем детстве были рассказы о прабабушке моей матери, о Марте. Я о ней как-то говорила. Она знахарка. Вот моя сестра не зря выбрала профессию врача. У нас семья врачей и учителей. С маминой стороны есть учителя и врачи. С отцовской стороны профессора, журналисты. У некоторых свои каналы на телевидении в Армении. Но я стараюсь их не называть. Одно время это были каналы оппозиционные. Сейчас уже как бы с этой властью сотрудничают. Но очень много грязного люда, которые пойдут и найдут эти каналы, и будут писать им гадости. Тем более мы знаем, что бездельников, как наша соседка Фая сказала, голодных собак Лар много, которым нефиг делать в этой жизни. И не хотелось бы, чтобы из-за меня как бы эти люди тоже прочитали вот это все. Это все-таки мои родственники. Так вот, в детстве я слышала о рыжей Марте. Так ее и называли. Рыжеволосая Марта. Или Марта Ханум. Так еще и помнили ее. Марта была знахаркой, повитухой. Марта разбиралась в травах. Марта умела ставить защиту людям, потому что время было очень тяжелое, все время были какие-то нападения, все время были гражданские войны, волнения на Кавказе. Люди убегали со своих домов, чтобы спасти себя. Были времена тяжелые, были времена войны, голод и прочее, прочее. Хотя не скажу, что наши предки, вот именно там живущие, особо ощутили этот голод, потому как все-таки война их не коснулась. Да, ушли и не вернулись многие, но война как таковой не коснулась их. Там были огороды, целые сады, они выращивали, собирали урожай. Жили бедно, не хорошо, не очень, не на широкую ногу, поскольку была война и много отправлялось на фронт. Но голода как таковой не было. Поскольку лидеры партии того времени были грузины, Грузия была одна из самых избалованных стран в Закавказье и жила лучше. Если кому-то особо, скажем так, не доставалось, в Грузии всегда было в достаточном количестве мяса и дефицитного товара и так далее. Голодоморы в Грузии не устраивали коммунисты. Ну, потому что верховный главнокомандующий был Сталин, следующий был Берия, были Орджоникидзе и так далее. То есть верхушка была грузинская. Не будут же они морить свою родню. Ну, расстреливали родню, да. Но морить, наверное, считали, слишком уж жестоко. Так вот. Вот Марта жила очень богато и хорошо, невзирая на войны, на трудности, на все эти революции, народные волнения, восстания, гражданские войны и так далее. И в чем был секрет? Во-первых, она была востребованная травница. Ее приглашали, она умела готовить какие-то отвары. Эти рецепты до сих пор у моей бабушки, маминой матери. И еще она была повитуха, заговаривала еще и детей, умела лечить детей. И был такой случай, когда они после очередного волнения убежали из села, поднялись в горы вместе с детьми и ночевали в горах, скажем так, в лесу. Народ там разводил костер, сельское население, как
собрались вместе, и кто в чем мог, с одеялами, еще чем-то, убежали туда. Волнения были постоянно. Народные волнения, какие-то антикоммунистические были нападения, там какие-то дивизии, какие-то полки, конники, какие-то обреки спускались с гор. И людям приходилось уходить подальше, спасать своих детей от этого всего. Так вот, и Марта перед этим детям начитала обереги, чтобы с ними ничего не случилось в лесу. Ночью проснулись от того, внезапно, причем проснулись, как будто бы кто-то их разбудил. И проснулись ее снохи и увидели, что ее внук Саргис, маленький, лежит возле матери, а над ним склонился большой волк. И вот они там подняли крик, отогнали, а он мог вполне этого ребенка забрать. И многие потом говорили, что именно благодаря тому, вот, что она начитывала на детей, вот эти обереги ставила, что многие люди в этих лесах, в этих побегах и так далее сумели спасти и отстоять свое имущество. Была достаточно вольготная женщина, жила хорошо, оставила большое количество украшений, всякого-всякого своим детям, внукам, снохам и так далее. Потому что была мастер своего дела. Этот ритуал создан на основе одного случая, который произошел в нашей семье. В 90-е годы маме не платили зарплату. Она работала в этом райсобесе. Она вообще-то математик, но не рискнула устроиться в школу. Просили, приходили, не рискнула. Она плохо знала язык. А дети у нас очень жестокие, очень гадкие, невоспитанные. И она просто переживала, что дети начнут ее дразнить, смеяться. Она не пошла. Хотя я считаю, что это большая ошибка с ее стороны была, потому что она вполне могла постепенно интегрировать, и язык бы открылся, знаете ли. Если детям нужно знание, если ты разумный учитель, ты прекрасно можешь преподавать. Но она не захотела, как-то струсила в этот момент. Устроилась в этот собес, где зарплату не платили практически. И я помню, что она очень переживала, мы были еще маленькие, перед сентябрем. Нас собирать нужно было, отцу платили копейки, ей. И на следующий день она проснулась и говорит: скоро будут деньги. Я не знаю откуда, но вот скоро будут деньги. И действительно скоро пришли деньги в нашу семью. Отцу предложили какую-то работу дополнительную, он пошел, выполнил, и вот эти деньги пришли. Мы там много чего понакупили и оделись на 1 сентября, и все что угодно. Причем мы были дети очень, знаете, сейчас дети не такие. Мы, чтобы не тревожить своих родителей, я в студенческие годы покупала вещи в секонд-хенде и переделывала их. Мы были богатой семьей до того, как приехали в Россию, потому что здесь не... Да и там тоже началось вот это все. В 90-е годы у всех было очень трудно. Потом 2000-е, это не важно. Вот эти годы были очень тяжелые для всей страны. Я покупала вещи, и я умела вышивать. И вот это вот тип вышивки рококо меня научили. Я вышивала огромные такие розы, красивые такие, знаете, выпуклые такие вышивки на этих платьях. Я помню, что я вышила платье полностью, просто сверху донизу, такой нежной вышивкой. Оно так дорого просто смотрелось. И у меня сокурсницы спрашивали: у тебя, наверное, любовник появился, ты прям начала в бутиках одеваться. Я сначала говорила, что это моя работа, что никакие там любовники мне ничего не дарят. Но потом, когда мне начали уже упрекать, мол, может, хватит, уже мы не дуры, я думаю, а что не сказать «да»? Я говорю, да, любовники появились. Ну вот они заткнулись после этого. Наверное, они так хотели это услышать. Мы пытались всеми силами не беспокоить своих родителей, ничего не просить. Если сестра еще могла там
истерики закатывать, вот это хочу, то. Я никогда ничего не просила. Я всегда жалела родителей, я не хотела их утруждать. Но потом, естественно, мы вышли из этого кризиса. Но дело в том, что потом прошло некоторое время, я у мамы спрашиваю, я говорю, скажи, откуда ты знала, что придут деньги, ты сказала? И она мне говорит, я вас не увидела, свою бабушку Марту, и она мне сказала, а почему ты сидишь и переживаешь? Можешь у меня попросить, свечу мне поставь, чтобы я силой огня напиталась, извиняюсь, и увидишь, как я тебе помогу. И вот мама моя встала, зажгла свечу и начала ее просить, как она говорит, своими словами. И через некоторое время у нас пришел достаток. И после этого она, я так подозреваю, часто просила, потому что вот после этого поток денег не останавливался. В то время большие деньги прийти не могли, время было такое, и работы не было нигде, и ничего. Но постепенно шли. Потом ей, как работнику райсобеса, там выделили чего-то, потом нам выделили какую-то маленькую землю где-то и так далее. И я вот сейчас вспоминаю этот момент. Мы действительно вышли из кризиса, вот начиная с того времени. То есть вот толчок какой-то случился, и моя семья вышла из кризиса. Прошло некоторое время, и помощь Марты понадобилась мне самой, когда я работала, жила в Великом Новгороде, раскопки вели мы. У меня забрали деньги, украли, точнее говоря. Ну, как украли? Я пошла что-то купить. Мужик сказал, сейчас разменяю. Взял мои 5000 и пропал без вести, сука. Пошел разменивать и пропал. Стоят эти бабка с дедом. Я говорю, где ваш сын? Что-то он не возвращается. Говорит, а он нам не сын. Я говорю, подождите, вы же ничего не сказали, я-то подумала, что это ваш сын. Я у этих бабушки, дедушки что-то покупала. И я говорю, вы не разменяете, у меня меньше нету. Мне выдали 5000 последние. И он тут же сказал, давайте я сейчас разменяю. Взял и пошел. И я подумала, значит, родственники, раз он так смело взял, они молча стоят. Собственно говоря, мои последние деньги ушли. Но я поняла, что они ни при чем. Собственно, и ушла ни с чем. И вот мне в голову пришла эта идея попросить у Марты. Здесь, конечно, я этот ритуал исправила, усилила и так далее, добавила. Там я попросила, как бы симпровизировала, попросила примерно такие же слова, немножко так своими словами. И через некоторое время мне, через 2 дня мне дали премию. И так далее. Я поняла, что к рыжей Марте можно обращаться, что она не просто так снилась, что, видимо, ее душа в таком вольготном положении, а к душам мы можем обращаться, если они при жизни делали что-либо хорошее, полезное, то после смерти они имеют такую власть и силу нам помогать. Что они взамен получают? Взамен они получают аромат напитка или еды, которую мы им ставим, потому что души там забирают аромат, то есть молекулы еды. И огонь. Огонь с языческих времен вообще-то принято огнем питать, господи, что-то я сегодня уставшая, огнем питать души. И мы отдаем энергию огня, а взамен получаем то, что просим. И кроме всего прочего, когда мы все получаем и благодарим ее, мы еще больше отдаем ей эту энергию. То есть душа, которая при жизни имела некий авторитет и некую власть в глазах вселенских сил, после смерти имеет право для себя попросить такую, скажем так, привилегию такую, помочь людям и забирать у людей энергию взамен за благодарность. Энергию огня, энергию напитка крепкого. После того, как все случилось, я оставляла красные цветы. Гвоздику, розу, иногда мелочь, иногда водку.
и так далее. То есть то, что дает энергию. Итак, дорогие друзья, Марта пришла, приснилась моей матери, и после этого она начала обращаться к ее душе, и та ее слышала и помогала. Марта услышала меня, и мне начала помогать во многих таких финансовых вопросах. Марта слышала моих друзей, которым я рекомендовала и советовала обращаться к душе моей прабабушки, к рыжей Марте. Говорят, ведьмы рыжие, ну не все, конечно, но рыжие ведьмы тоже часто встречаются. Не зря в древнем мире рыжих девочек считали особенными, а уже инквизиция их сжигала. Бедные. Хотя они не были ведьмы, потому что ведьмам не дали бы причинить какую-либо боль. Итак, если у вас трудности финансовые, обращайтесь к душе моей прабабушки, к душе рыжей Марты и получите помощь, а потом благодарите ее откупом. Но если вы хотите, чтобы она постоянно вас слушала и помогала, откупайтесь алтарю той ведьмы, которая вам это передала. Потому что это тоже обращение к моему роду, если помните. А откуп алтарю как происходит? Происходит перья птиц, благовония, ткань, свечи, статуи, колдовские какие-то атрибуты, черепа животных, что хотите. Но желательно, чтобы эти предметы откупа были долговечные, чтобы каждый раз, когда человек будет пользоваться вашими атрибутами, вашими дарами, силы все время благословляли вас за это. Вот для чего оно делается. Чтобы каждый раз, когда она будет пользоваться долго, а может после нее ее дети и внуки. То есть материал долговечный, он обеспечивает благословение этого алтаря постоянно, когда она проводит ритуалы, связанные с этой атрибутикой. Понимаете? Вот ваш откуп. Если вы один раз к ней хотите обратиться и больше никогда не будете обращаться, то делайте тот откуп, который я вас научила. Под деревом. Если вы хотите дальше к ней обращаться и часто, и улучшить свое финансовое положение, и все время просить у нее и получать, то вы должны откупаться алтарю ведьмы. Той, которая по крови ей родня. То есть моему алтарю. Я думаю, что это справедливо. Потому как, когда мы вызываем душу, мы должны что-то отдать этой душе или поколению этого человека, или родственникам по крови. Иначе эта душа больше нам помогать не будет. Вот и все. Итак, обращение к рыжей Марте. 7 раз читать. Красный алтарь, красные свечи. Оставляйте водку или ликер, или виски, крепкий напиток. Ставите на подоконник на 7 дней, после выливайте. Даже если все получилось, как вы хотели, пускай оно стоит. До полного просто, скажем так, выжимания оттуда энергии. Рыжевласая знахарка-чародейка. Ты смело по земле ходила, с богачами дружбу водила, дары получала, нужды не знавала, с честью жила, сытая, богатая, свой век дожила. Знахарка-чародейка рыжевласая Марта. Жила ты вольготно, жила ты богато. Наполни мои сундуки добром, отправь духов достатка в мой дом. Мои закрома наполняй богатством, шелками, мехами, дарами, камнями. Знахарка-чародейка, златовласая Марта. Сделай так, чтобы я
была тоже богата. Вечно буду просить для души твоей свет. Жду деньгами, дарами от тебя ответ. Бесконечно вселенная и вечна душа. Из вселенской казны отправь мне достаток. Огонь красной свечи горит, рыжая Марта слышит и зрит. Дым к ее душе поднимается, пусть Марта меня озолотит. И силой огня наслаждается. Да будет так, заклято. Еще раз прочитаю. Немного устала уже сегодня, столько отвечала и говорила, что уже говорить лень. Но прочитаю еще раз. Рыжевласая знахарка-чародейка, ты смело по земле ходила, с богачами дружбу водила. Дары получала, нужды не знавала. С честью жила, сытая, богатая, свой век дожила. Знахарка-чародейка, рыжевласая Марта, жила ты вольготно, жила ты богато. Наполни мои сундуки добром. Отправь духов достатка в мой дом. Мои закрома наполняй богатством, шелками, мехами, дорогими камнями. Знахарка, чародейка, рыжевласая Марта, сделай так, чтобы я была тоже богата. Вечно буду просить для души твоей свет. Жду деньгами, дарами от тебя ответ. Бесконечно вселенная и вечна душа. Из вселенской казны отправь мне достаток. Огонь красной свечи горит, рыжая Марта слышит и зрит. Дым к ее душе поднимается, пусть Марта меня озолотит. И силой огня наслаждается. Да будет так, заклято. Остальное я вам объяснила и сказала. У Яны сейчас очень большая загруженность. Она отправляет книги, и те, кому я тот раз объяснила по-человечески и сказала: дорогие друзья, некоторое количество книг, там немного народу, книги закончились, и на днях они будут. Поэтому, если вы согласны, тогда подождите, и на днях эти книги будут. Вы знаете, неприятно, когда людям говоришь, когда люди соглашаются, а потом начинают: ой, а что-то вот книги не пришли. Когда она отправляет, она вам отправляет квитанции, она вам отправляет номер, чтобы вы могли отследить. Нельзя так, просто нельзя так. Или вы научитесь слушать, или я даже не знаю. Я 500 раз не могу одно и то же снимать, правда. И она сейчас отправляет книги. Уже пришли эти книги. Все, всем скоро отправить. На днях уже у всех будут книги. А там новые партии тоже на подходе. Поэтому у нее сейчас нет времени пока набирать текст. Я считаю, что кому нужно, остановит, сами перепишут. Она, естественно, она такой человек обязательный. Она всегда этот текст ставит под роликами. Там всего-то, наверное, ритуалов 5-6, которые еще она не успела напечатать. Но потом сядет на днях и как бы наберет текст. А до этого времени я считаю, что вы прекрасно можете сами сесть и написать то, что вам нужно. Обращайтесь к душе еще одной из моих прабабушек и получайте достаток и помощь в трудную минуту. Всем удачи!